Видим человека, задаем себе вопрос. Я вот этому человеку денег дам, он мне их приумножит или заберет? Желание понравиться, не съешь меня, я хорошая, со мной можно размножаться. Мы идем на тех людей, с кем мы хотим соприкоснуться. И вот эта вот похожесть «я хочу, как она» и приводит нас к определенному эксперту. Свое проявление в деловой среде, дабы тебя не приняли за какую-то легкомысленную вертихвостку. Важно уметь видеть невидимое и уметь отличать скрытый сексуальный сигнал это. Когда ты не сливаешь энергию на подумать о том, что происходит с моим телом, как я стою, как я дышу, это, безусловно, дает тебе буст энергии, даже если ты внутри нервничаешь. Человек там приходит, сутулый, прихрамывает и так далее, нам сразу все понятно, правильно, что нездоровый человек. А когда нездоровый, долгосрочное сотрудничество не получится. Друзья, я сегодня рада представить вам очень интересную гостью. Вы знаете, что я перевожу нейронауку на понятный, и сегодня мы будем с вами говорить о том, что мы говорим, когда молчим. Да, такое возможно, потому что наше тело говорит постоянно. Мы уже обсуждали, и посмотрите эти подкасты, они невероятно интересные, как на мозг других людей влияет наш внешний вид, как с помощью голоса мы можем производить то или иное впечатление. А сегодня мы говорим про невербальные коммуникации. У меня в гостях невероятный эксперт, моя хорошая подруга, которая родилась так же, как и я, в Ташкенте. Сейчас Катя живет в Алма-Ате. Катя Цабинова – это эксперт по невербальным коммуникациям и языку тела. Я буквально выцепила ее тело сюда, пока она в Ташкенте, и мы сегодня будем обсуждать то, что, я думаю, каждую женщину волнует. Каждую женщину волнует, потому что нам хочется производить впечатление. И знаешь, мне кажется, что вот по твоей статистике кому важнее производить впечатление? Понятно, что это важно для всех, но кто чаще об этом задумывается, мужчина или женщина? Конечно же, женщины. Конечно, женщины. Да, потому что мы более чувствительны, наверное, к этому, да, мы более быстрее считываем информацию. И для нас это понятнее. Но, конечно, мужчины тоже интересуются. Но на самом деле наше движение влияет и на мужчин, и на женщин. Да, это играет в две стороны. Две стороны. И вот мне очень интересно, учитывая, что многие, кто меня смотрит, это очень такие яркие женщины, которые проявляются, которым важно не только быть красивой и сексуальной, но при этом очень важно проявляться в деловой среде и при этом не смешивать вот эту историю про женское очарование, которое крайне важно, и про свое проявление в деловой среде, дабы тебя не приняли за какую-то легкомысленную вертихвостку. Сегодня об этом будем говорить. И в том числе об этом, да, то есть поговорим именно о том, как женщине проявляться так, чтобы ее воспринимали правильно. И вот в связи с этим у меня вопрос. Я тут приготовила ряд, но Отлично. я думаю, что мы с тобой пойдем в стиле джаза, все как мы любим. Как на самом деле можно понять, что ты настроена серьезно, например, в деловой среде, и что говорит против того, что у тебя серьезные намерения, ты внутри не боишься? То есть даже если твои слова звучат убедительно, как твое тело может играть против тебя, и в результате другой человек, твой партнер, там на переговорах или где-то тебе не поверит? Ну, я всегда работаю по кейсам. Давайте определим. То есть, кто мой оппонент, мужчина или женщина? Какая у меня будет сейчас встреча? А вот смотри, это очень интересно. по Это ситуации. очень интересно, потому что ведь женщины зачастую воспринимают другую женщину как конкурентку. Да, подсознательно. Да, подсознательно. То есть я смотрю, моя оппонентка яркая, красивая, и у меня автоматически мой мозг начинает считывать опасность. Да. Потому что это закон работы нашего мозга. Когда мы видим кого-то, кто по каким-то нашим критериям, меркам, пониманиям может быть лучше нас, значит, это конкурент. И это неосознанная реакция. Неосознанная. Но вот я очень рада, что мы будем разговаривать сегодня и про мозг, и про тело, потому что я зачастую объясняю это на картинке мозга. Я думаю, что здесь можно добавлять это все. Да. У нас есть вот эта вот рептильная часть, да, которая отвечает за инстинкты. И есть два основных инстинкта. Это безопасность и размножение. Да. И вот когда я общаюсь с женщиной, и она чуть ярче, и к ней больше внимания, естественно, это буду воспринимать как небезопасно, потому что я меньше заработаю, меньше внимания там мужчин и так далее. То есть это все
на подсознании. Мгм. И если вот смотреть по ситуациям, опять-таки, нету правильного или неправильного. Вот только так нужно делать. Не существует. То есть Мгм. язык тела — это про уместность. Это Мгм. помогает мне в данной ситуации или нет? Если, допустим, общаются две женщины, да, яркие, красивые и так далее, и подсознательно нам начинает вот это вот немножечко чувство конкуренции Мгм. возникать, или какой-то неловкости, смущения и так далее. Мгм. Естественно, мы это считываем. И люди, бывает, переходят в другой маятник. То есть, если я немножко чувствую зажатость, я буду стараться передергивать внимание на себя. Если я Мгм. не чувствую зажатость, да, конкуренцию какую-то, я могу уйти в агрессию, конфронтацию. Это тоже считывается невербально. Если вы забываете, куда положили ключи, что кому обещали, вечером себя чувствуете как выжатый лимон, и самое главное, не помните, когда последний раз по-настоящему отдыхали, то, возможно, вы находитесь в риске синдрома выгорания. И я предлагаю вам пройти бесплатный тест на этот риск в своем боте, который находится по ссылке в описании ниже. И самое главное, обязательно поделитесь со мной в комментариях своими результатами. Подожди, вот здесь мне очень важно определить вот эти вот параметры. То есть правильно ли я тебя понимаю, что если я вдруг подсознательно, и это, кстати, очень важно учитывать при проработке связи мозга-тела, то есть я должна Да. сигналы от тела очень хорошо учитывать и распознавать. То есть если я вдруг понимаю, осознаю, что я вдруг зажалась, Мгм. что у меня какая-то пошла история про уменьшение моего размера, значит, я испытываю подсознательную конкуренцию к другой женщине. Могу чувствовать в данной ситуации Да, давление. чувствую вот это вот давление, что абсолютно бессознательно. Опять-таки, что она якобы лучше меня. И что в этот момент нужно сделать? То есть, как я могу себе, своему мозгу понять через тело, что это все не так, что это инстинкты, давай мы сейчас мозг включим и не сорвем эти переговоры. Мгм. Вот как я Вот могу тут это важный сделать? момент. Если мы это из подсознательного вытащили на сознательное, и я это уже замечаю, Да. это уже полдела. Это Однозначно. хорошая новость, Это да. первый шаг. Заметить, Конечно. осознать и только Да. потом. И второй шаг — это не уменьшаться, а именно физически добавить себе объема. Вертикаль выпрямить Мгм. и добавить чуть объема в руках. То То есть, есть я сажусь, ну вот я могу сесть вообще чересчур да, это прям вальяжно. растеклась, это вообще уже не деловая история. Да, это уже мы немножечко не в то русло. Да. А если я добавляю вертикаль, и я не выхожу за рамки своего силуэта, то есть Мгм. остаюсь в своем силуэте, я и не давлю, и не вызываю на конфронтацию, но и при этом я себя никак не зажимаю, я на равных. То есть у нас есть 3 позиции общения: сверху, на равных и снизу. Да. И вот когда мы на равных, мы не чувствуем вот эту конфронтацию, какую-то конкуренцию, и разговор становится более мягким. То есть нужно вертикаль и нужно расправить плечи, придать себе Да, немного больше объема. И таким образом, кстати, когда у нас прямая спина, причем не прямая, какая вот, когда как будто шест да, проглотила, мы вот не это вот вот это не вот глотаем. воротничок, Вот так да. вот мы не делаем. Да, вот это вот школьница точно нет. А когда я в таком расслабленном, уверенном, Да, это спокойное состояние, когда мне можно да, наслаждаться разговором, да, и вам можно наслаждаться разговором. То есть у нас идет вот это вот на равных, и да. такое дзен. Да, и при этом смотри, когда нету зажимов, что происходит? Наш мозг получает больше энергии, потому что Конечно, это биологически обратная связь. да, То есть да. мы через тело переключаем состояние. Там, ну, вы лучше в этом разбираетесь, да? Да, Там и же это вот гормоны, вот. сразу расскажу вам вот этот Да. момент. До половины всей энергии нашего тела, вернее, нашего мозга уходит на то, чтобы мы с вами держали свою вертикаль, потому что мы существа прямоходящие. И стоит нам уйти в перекосы, сжаться, отойти от своего, как я говорю, нейробалансного состояния, тут же наш мозг начинает эти перекосы обслуживать, потому что важно же не упасть, Да. важно же держаться, важно же быть человеком прямоходящим. И, естественно, на принятие решений, на осознание даже того, что я сижу не так, энергии очень мало остается, потому что это кора головного мозга. Смотри, вот с женщинами понятно. То есть мы говорим, опять-таки, я верну наших зрителей в деловую среду. То есть 2 женщины на переговорах или на каком-то таком светском моменте для того, чтобы не испытывать дискомфорт и какую-то зажатость, очень важно держать вертикаль, тело расслабленное, пространство занимаем уместное. А вот если
мужчина. То есть вот мы на деловых переговорах с мужчиной. Это зачастую бывает. И, кстати, не все женщины соглашаются идти в переговоры, если там оппонент мужчина. И мужчины, кстати, тоже не всегда считают женщину серьезным партнером. Вот как в этом случае себя вести, чтобы мужчина тебя воспринимал серьезно как делового партнера и в то же время не было каких-то, ну, вот таких скользких моментов, скажем так. Нужно знать о скользких моментах в Да, первую вот давай об очередь. этом. Здесь у нас есть несколько нюансов. Первое. Ну, как я говорю, когда вы идете, нужно изучать, с кем вы идете. Максимально мы собираем информацию, и здесь мы анализируем, как я себя веду при общении с мужчиной. Зачастую просто у женщин есть такая история, когда мы нервничаем, стрессуем, первая наша реакция – это скрытые сексуальные сигналы в стрессе. То есть это подсознательно опять-таки происходит. Желание понравиться, не съешь меня, я хорошая, со мной можно размножаться. Да. Это то, что транслирует мозг. Я хорошая. И начинается поправление волос. Там, вот это вот все, вот в общем, это вот суетливые, да, движения. Суетливые – это уже про адаптацию, да, а скрытые сексуальные сигналы у нас есть 4 категории. Это прихорашивание, игра, имитация процесса и постпроцесс. То есть прихорашивание – это когда я поправляю волосы, я начинаю губную помаду там, как будто бы поправлять. То есть это опять-таки все на подсознательном. Игра – это когда я могу играть со стаканами, там гладить их, все поглаживающие моменты, с ручками очень часто играют. Или, допустим, когда выступают там, с микрофонами, да, все, что у нас фаллической формы. То есть ни в коем случае при деловых отношениях мы не даем скрытые сексуальные сигналы. Поэтому, когда, допустим, я работаю с мужчинами, у меня клиенты и мужчины тоже есть, все время заправляю волосы в хвост, в дульку, чтобы ни в коем случае даже случайно как-то не трогать. Да, потому что деловое есть деловое. И всегда макияж такой, чтобы сережки мне не мешали. То есть здесь я язык тела подкрепляю и габитарным имиджем, чтобы мне ничего не смущало, никак я не суетилась, не подавала лишних каких-то жестов и сигналов. Потом есть у нас уже имитация процесса. Тут, я думаю, все понятно. Там всякие наклоны, поглаживание шеи и так далее. Это зачастую происходит, мы оправдываем это как раз-таки сознанием, что у меня же там что-то не так, почесалось, у меня же там все пошло не в том русле. Но это наше сознание говорит, а подсознание и тело говорит о другом. И мужчина это может воспринять как голод. И когда есть голод, то его подсознательно начнется эта игра. Но опять-таки скрытые сексуальные сигналы, они нам могут помогать или мешать. Например, на кейсах. Когда у нас идет краткосрочное сотрудничество, допустим, договор здесь и сейчас, и мы с ним больше никак не работаем, это может нам помочь. Как такой усилитель небольшой, главное не переиграть. Не переиграть, да, здесь очень важно. Это как бы обещание, да, мы то даем и не выполняем. А если это в долгосрочную, скрытые сексуальные сигналы, это только в минус. Их всего 24. Чудесно, всего 24. Всего лишь 24. И их, конечно, мы каждый не обсудим, но вот ключевой момент – это все поглаживания себя, предметов, объектов лучше исключить. Также игра с какими-то вещами, кольцами. Колье, кольца, вот это все. Да. Фаллические формы, бутылки, ручки, карандаши. Да, это все убираем, руки спокойно держим. И поглаживание себя по бедрам – это уже прям имитация процесса. И постпроцесс, туда лучше вообще не спускаться. То есть ниже пояса вообще нет. Друзья, ниже пояса, пожалуйста, все в голову, когда мы идем на деловые встречи, переговоры. И, кстати, Катя упомянула габитарный имидж. Для тех, кто впервые слышит этот термин, это то, как мы с вами выглядим с помощью одежды, можем влиять, вызывая те или иные ощущения. У нас есть подкаст на эту тему, пожалуйста, посмотрите, с Дарьей Мартыновой. Это имиджмейкер, стилист, там потрясающие интересные вещи. И вот здесь, Кать, такой момент. Мозг, вот сейчас опять-таки нам могут сказать, конечно, я же не хочу ничего дурного, и у меня же никаких мыслей нету. Но при этом мозг верит телу. Не только нашему, но и телу того человека, которого мы видим перед собой. И если тело другого человека транслирует сигналы, что я хочу с тобой размножаться, естественно, мужчина, опять-таки, неосознанно,
Он может быть прекрасным семьянином. И это не значит, что он вступит в контакт с этой Да, женщиной. это не значит. Это значит, что он может подумать, какая чудесная, прикольная и так далее, но деловой контракт он не подпишет. Да, то есть Вот о чем речь, вот чтобы это, вот правильно да, понимать. вот этот момент, что не обязательно это дойдет до куда-то, вот мы же все представляем, это вот сюда уйдет. Нет, это нам может помешать просто в долгосрочном сотрудничестве. А то завтра все женщины не Да, отпустят да, да, своих мужей на работу и скажут: послушай, Нет, 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 там мы оказывается, узнали, что там скрытый да, сексуальный сигнал. 24 штуки, поэтому давай вот. То есть это не про то, что сейчас ваш мужчина, успешный бизнесмен, тут же ринется, если там кто-то Так поправляет. это Вообще работает нет. в две стороны. К женщинам это тоже. Мужчины скрытые сексуальные сигналы очень хорошо Слушай, а тоже какие у посылают. мужчин скрытые сексуальные сигналы? Ну, Вот самое классическое это вот это вот? Нет, это Нет? не это. А что? Самое классическое, самое первое, на что мы должны обратить внимание, надувает ли он грудь. Это вот, да, вот это вот павлинье Это, такое львиное. да, они сразу зажимают немножко живот, подтягивают его, ну, в обычной Да. жизни чуть-чуть. Да. Не так мужчины задумываются об этом, а вот когда скрытый сексуальный сигнал, это вот подтягивание живота и надувание груди. Мгм. Второе, это начинается игра часами, конечно же, демонстрация, да, своих Всех вот владений. этих вот. Да, галстуки, если это деловое, да, общение. Бывают там запонки, ну, вот такие вот мелочи. Конечно, поправление прически – это всегда как скрытый сексуальный сигнал даже у мужчин, потому что мы открываем эрогенные зоны и демонстрируем, да, подмышки, боковушечки наши, которые мы в обычной жизни не демонстрируем. И как только в деловом общении я вижу вот эту часть, я подсознательно все равно немножечко ловлю вот этот вот контекст другой. Поэтому тут важно к человеку не разворачиваться боковушечками, а в 3/4. То есть если женщина приходит на переговоры к мужчине для того, чтобы подсознательно, неосознанно не провоцировать его мысли в Тут другую плохое сторону, слово не провоцировать, я бы, наверное, его не зацепила. не триггерить, не... Ну, это же, это же инстинкты. Нет, это вот инстинкты, да, но провоцировать это, наверное, не про это. Именно не посылать сигнала, который Мог бы мыслительный вектор увести в другую сторону. подсознательный вектор. Подсознательно, Да, опять-таки. да, да, То есть, и, по сути, это провокация наших инстинктов. Уже дальше, насколько быстро кора это все дело заблокирует. И вот смотри, как интересно. Теперь разговор пошел в другую сторону, поскольку мы все-таки больше про женскую историю. Как женщине понять, что на деловых переговорах мужчина вдруг, раз мы говорим вот об этих скрытых сексуальных сигналах, мужчина вдруг задумал что-то, что не входит в ее планы. Вот Как это, отстроиться? как отстроиться, как понять, во-первых, что здесь уже выходит за рамки деловых отношений, и есть некий риск того, что мужчина начал иметь на женщину совершенно другого характера планы. Ну вот, наверное, что бы я тут подметила, это зрительный контакт. То есть, когда мужчина смотрит в нашу деловую зону, а деловая зона у нас глаза и лоб, и он не спускается дальше на губы и на подбородок, то как бы, возможно, вы почувствовали не так. И что-то там уже докрутили, показалось. Бывает такое, что как-то человек не владеет своим языком тела, да, не умеет правильно соблюдать субординацию. Такое тоже возможно. Допустим, психотип гипертим. Это такие активные... То есть он тебя прямо взглядом уже обнял, раздел, одел и так далее, да? Гипертимы, они просто очень тактильные, и они могут коснуться случайно человека не так, и сразу такое напряжение идет, может быть, он что-то имеет в виду. Тут нужно смотреть комплексно, потому что язык тела – это не про то, что там почесал нос, он не врет, или посмотрел на мою грудь, все, у меня там... Завтра мы идем в ЗАГС. Да, будет какое-то продолжение. Нет, мы смотрим в комплексе, куда повернут таз, тазобедренные суставы, где у меня стопы направлены, хочет он уйти или нет, какие жесты применяет, может быть, у него живот болит. Или насморк, или аллергия. Да, и он там, просто или застрял там и думает, боже мой, как бы вот сейчас выйти в уборную. Или вообще у него какое-то такое, скажем, легкое аутистическое расстройство, ему сложно удерживать зрительный контакт. Да, вот про психопатии и, так сказать, уже диагнозы мы сразу
выносим за рамки, потому что мы там сбитый, в принципе, Да. алгоритм. Да, то есть очень важно хотя бы на первых моментах исключить какие-то диагнозы, а мы для Сложные здоровых, такие да, моменты, для да. здоровых психических людей можем как-то определить. И вот зрительный контакт – это очень важно. То есть если это подтверждается какой-то сигнал с зрительным контактом, спускание визуально, да, на губы, а если еще и ниже, то, конечно, лучше отстраиваться. Так как мы отстраиваемся? Женщины всегда, по-моему, чувствуют, когда это происходит, но не все. И вот здесь я тоже очень хочу так остановиться на этом моменте, что не нужно все сваливать в одну кучу. То есть если вдруг мужчина каким-то образом там поправил свои часы, или вдруг он там, ну, как-то повел себя своим корпусом, поправил галстук, это может быть элементарно волнение, это может быть Да, надо уметь элементарно ему отключать. стало жарко, душно. То есть не нужно все укладывать вот в эту историю. Боже, он меня хочет. Да. Вот точно нет. В комплексе. Поэтому язык тела – это очень интересно, когда мы наблюдаем сначала за поведением человека, и если это поведение выходит за какие-то рамки, тогда мы можем это считать со стопроцентной вероятностью. Но поэтому есть и наблюдательная фаза, да, когда Любимое занятие мозга, да? Да, Наблюдать. Инструмент наблюдать. создателя. Наблюдать. Да, мы собираем информацию. Как только мы собрали больше информации, мы сразу можем считать стратегию или не поведения, да, человека, куда направляется. Это деловое общение, не деловое и так далее. Поэтому здесь важно уметь видеть невидимое и уметь отличать. Скрытый сексуальный сигнал это, или конфликтоген, или случайная история, или это стресс, или это адаптер, или, может быть, он заболел, потому что мы здесь визуально тоже можем считывать потливость, да, как работает кровеносная система, моргание, и фонариком в глаз, что там со зрачками. Так, подождите, я сейчас проанализирую, зубы откройте, пожалуйста. Ага. И язык вытащите, насколько... И вот для женщин наших давай дадим сейчас инструкцию какую-то прям вот такую интеллигентную, корректную. Все-таки у нас деловые переговоры. Мы проанализировали поведение мужчины на переговорах и понимаем, что он не против бы продлить эти переговоры в неформальном варианте. Вот как сделать так, чтобы культурно, интеллигентно, без потери своей репутации, это очень важно, красиво все вернуть в русло, отстроить и при этом подписать тот договор, который нам нужен. Особенно, если мы идем в долгое сотрудничество и планируем видеть этого мужчину в партнерах деловых. Нужно посмотреть, какого он эмоционального вектора движения. То есть, возможно, так, что когда мы добавляем легкости, ну вот вы представьте, как у вас изменится компания, когда мы будем вот так работать, да? Начинает вот эта вот голова вертеться, вертикаль у меня теряется, и я здесь сразу немножко девочка. Та-та-та-та. И говорю я о легком. Когда я разговариваю в желтом эмоциональном векторе, я сразу воспринимаюсь легче. Это хорошо для дружбы, общения, такого приятельства, да, и так далее. Это неплохо. Но в деловых переговорах мы стараемся добавлять больше синего и зеленого. Зеленый – это про доверие, это когда мои жесты открываются, я показываю ладони, перечисляю и так далее. Здесь больше про экспертность, про дороговизну такую, да, про власть. А синий – это структура и четкость. То есть первое, второе компот. Это когда... Раз, два, три. Да, то есть не вот так, а вот так. Это вертикальные такие движения. То есть та-та-та-та-та-та-та-та. На-на-на. Та-та-та. Я вам сейчас объясню, почему. Почему мы будем работать так? Почему у нас такие сроки? То есть, когда есть четкость, мы комбинируем это с доверием, уже немножечко мы держим рамку, субординацию, да, с человеком. Как только добавляю желтого и начинаю чуть-чуть вот это вот мягкости, сразу русло идет не туда. Сразу я немножко девочка. А девочкам что дают? Большие деньги или конфеты? Девочкам дают конфеты и денежки. Денежки. Да, а мы хотим деньги. Деньжища. Я бы так это назвала. Поэтому, когда мы говорим о больших деньгах, конечно же, язык тела в этом очень важен. Очень важен. И когда вы умеете считывать это за пару секунд, ну, такое вот количество энергии, да, в мозге, опять-таки, освобождается для дела. Можно расскажу свой кейс? Давай. Свой кейс, недавно, из жизни. Кейс просто. Это супер, давай. Да, у меня, значит, в Москве тренинг для большой нефтегазовой компании. Название конфиденциальное, к сожалению, но
ключевое, он на английском языке. Для меня это супер стрессово. Я решила вот сделать для самой себя челлендж, да. Думаю, на английском языке в Why первый not? раз. Why not? Нам Да. что, слабо? Ну, Входим в синюю зону, заходим в конечно. зеленую, опять в синюю. И получается, что там люди готовятся к выступлению, и мне нужно их подготовить, им помочь узнать больше о своем теле и как им пользоваться правильно. Естественно, для меня это тоже стресс. Ну, то, что на английском языке это не мой родной язык, да, и я очень готовилась к этому моменту. Но я выхожу, я понимаю, что я знаю, как я могу выступать, я понимаю, что я очень стрессую. Ну, вот максимально, как я могла там стрессовать на 4000 Прям человек. вот на 10 из 10. Да, на 10 из 10. И я продолжаю говорить, все, меня уже немножко стресс отпускает, есть уже кураж, ну, потому что я люблю преподавать свою тему, и объясняю, у меня все легче становится. И потом я собираю обратную связь. Когда мы закончили, я говорю, скажите, ну как вам? Вы заметили, что я очень сильно стрессовала? Они такие, вы стрессовали? Я говорю, очень сильно. Они, да не может быть. Почему так происходит? Для людей других это не видно, потому что я знаю, как я могу обладать своим телом, да, как эти движения могут мне помогать. И когда ты знаешь, как твое тело должно автоматически работать, ты не думаешь об этом. Как я там сказал, какие жесты я предпринял, как я встал ногами, какая поза, объемная, необъемная, открытая, неоткрытая, что там происходит, конфликтогенная или нет. Ты освобождаешь себе огромный пласт для конкретной задачи. Для фокуса, потому Да. что когда ты не сливаешь энергию на подумать о том, что происходит с моим Конечно. телом, как я стою, как я дышу, это, безусловно, дает тебе буст энергии, даже если ты внутри нервничаешь. Да, и получается, экспертность я знаю, с языком тела, с подачей я знаю, у меня осталась только одна задача. Английские Очаровать слова. всех. Английские слова, и Но все. мы не можем их вспомнить, если, опять-таки, миндалина угоняет наш мозг, и мы стрессуем. Есть такой термин Да. угон мозга миндалины, когда мы уходим прям в сильнейший стресс, и у нас отключаются когнитивные процессы. Мгм. Мы вроде бы все знаем, мы готовились, мы прям вот на 10 хороши, выходим и ловим ступор. И вот Да. здесь как раз-таки нужна не только инструкция по пользованию мозгом, но и инструкция по пользованию телом. У меня сегодня было тоже выступление в Вестминстерском университете. Таксист опоздал, не туда уехал, не тот приехал. Но я выступила так, что как будто бы я не нервничала вовсе. Хотя сказать, что это было так, будет неправдой. Кать, вот по языку тела, вот мы раз заговорили про энергию, как можно понять, что у человека жизненной энергии мало? Вот у меня, как у врача, очень большая насмотренность. Безусловно, заходит пациент, я понимаю уже на какой, неважно, пациент, ученик, человек, это уже такой профдефект, да, у нас, на каком уровне это жизненной энергии. Вот как по языку тела очень быстро и точно считать, что с энергией это не в порядке, что жизненная энергия идет на убыль. Вообще за один вопрос. За 2 секунды. Расскажи. Видим человека, задаем себе вопрос. Я вот этому человеку денег дам, он мне их приумножит или заберет? Все. Если приумножит, энергии достаточно, мы можем иметь дело с этим человеком. Если вдруг он потеряет, не вернет, там будет где-то зажиматься, и вот просто помыслить. Просто мы представляем, вот я ему Да, теоретически даю денег. Да, как бы он себя повел. И это, кстати, знаешь, вот про те 2 момента, на которые мы уже вначале об этом говорили, смотрит наш древний инстинктивный мозг прежде всего. Опасен или не опасен мне этот человек, и хочу ли я с ним размножаться. Да, То есть насколько да. этот человек подходит мне как партнер, причем не только партнер Вот, про в размножение. плане рождения детей, размножение в плане проектов, Слово денег. «хочу». Да, вот То я есть хочу его. этого человека или нет, а мы можем хотеть на разных уровнях. Мы можем хотеть, конечно, сексуально. Это вот все думают только так почему-то. Раз хочу, Базовый, значит да. сексуально. Нет, это как Мы раз можем хотеть животом, поделать дела с ним, бизнес. Мы можем хотеть пообщаться сердечно, да, любовь составить, дружбу и так далее. Мы хотим визуально человека, просто наслаждаться понаблюдать. им, да, и интересно красиво. смотреть. Мозгом мы тоже можем хотеть. И это прекрасно. Ушами, ртом поговорить, понюхать. Столько у нас вот этих вот функций. Мы можем хотеть человека не только сексуально.
Слушай, а вот эксперты... Хочу или не хочу? Да, вот хочу, не хочу, это этот вопрос. Хочу, не хочу. Кстати, это тоже глубинные структуры мозга отвечают. Наша лимбическая часть, самая древняя структура, вот, которая первая, таможня, как я говорю, отвечает на вопрос «опасно, не опасно». А второй таможенный блок, лимбическая система, отвечает на вопрос «хочу, не хочу». И уже только кора отвечает «полезно, не полезно», «мне это нужно или мне это не нужно». Поэтому пока это дойдет до «полезно, не полезно», 2 блокпоста, там нам хочешь не хочешь нужно надо пройти. И вот такой вопрос хотела спросить. Очень часто говорят, вот чтобы вы были успешным экспертом, вас должны хотеть. У вас должны хотеть купить, у вас должны хотеть. Вот как это с точки зрения тела? Вот, допустим, женщина-эксперт, она красавица, она хорошо говорит, у нее поставленный голос, она прекрасно одета, все в порядке, она замечательный специалист. Но вот как тело может сыграть против нее, чтобы у нее не купили? И наоборот, соответственно. Вот. Здесь как раз-таки такой момент. Видео, выступление, какое-то событие, да, оно всегда увеличивает. Я называю это лупа. Потому что нас там видно, какие мы есть на самом деле. И зачастую вот у меня, да, женщины-эксперты приходят, допустим, на консультацию. Вот не получается. Ну вот не нравится мне все. Не нравится, потому что это увеличительное стекло наших нюансов и плюсов. И если мы фокусируемся на минусах, ну как бы да. И тут ключевое, что когда мы презентуем себя, да, мы создаем все равно какое-то впечатление. Мы про уровень энергии говорим через тело. То есть какие мы бы классные не были. У меня там 150 дипломов. Вот мы идем на тех людей, с кем мы хотим соприкоснуться. И вот эта вот похожесть «я хочу, как она» и приводит нас к определенному эксперту. А это в соцсетях, в выступлениях, в какой-то коммуникации всегда считывается именно через невербальное состояние. Вот как себя должна, пусть будет глагол, должна так вести женщина-эксперт для того, чтобы привлекать внимание аудитории, для того, чтобы аудитория невербально, мозг аудитории невербально ей поверил? Была бы одна таблетка, я бы стала миллионером, потому что я бы просто вот это заказала. Я обожаю. Нету волшебных таблеток. Есть система, таблеток. Работа, инструкция к телу, инструкция к мозгу, brain-body connection. Вот сейчас brain-body connection в прямом. Потому что есть маленький нюанс, который зачастую в наше время почему-то забывают. Мы все индивидуальны. И если я скажу так, вам нужно делать вот так, и всем поголовно, ну о чем мы можем вообще говорить? Как? О чем? Люди идут на людей. Мы все можем приобрести этот опыт именно в знаниях, да? Но опыт личный, через что я проношу, через вот мое сито, да, личное, ни у кого такого нету повтора. Ну, какие-то вот сигналы в тело. Вот сигналы в тело. Понятно, что мы не можем, мы не роботы, мы живые, мы индивидуальны, у всех свой рецепт. Но вот условно прямая спина. Условно покажу. Да. Как только я начинаю говорить: здравствуйте, я Цабинова Катя и эксперт по невербальным коммуникациям. На самом деле у меня учится очень много классных экспертов, там политики, звезды, предприниматели и компании корпоративные приходят. Ну, как бы, да? Сейчас кто был? Кто это был? Кто сейчас был? Верите, не верите? Катю обратно. Не верите. Это была Катюша из соседнего подъезда. И вот у Кати чек, наверное, сразу такой, $10-15. Ну, правильно же. Когда мы чувствуем вот эту вот неловкость быть сама собой, сколько бы ты умных слов ни сказала, это не сработает. Поэтому, когда тебе комфортно и с тобой. А как не перегнуть эту палку? То есть вот сейчас вот придет такая и вместо... Вот, да, и вот так скажет, короче, есть значит, другой так, у меня вариант чек 100 тысяч рублей, да. Вы там все дураки. Вообще-то, Анна, я Катя Сабинова, эксперт по невербальным коммуникациям. Мне там политики еще приходят, если что так. И компании крупные. Да? Выведите, пожалуйста. Выведите, пожалуйста. Не хочется общаться с такой Катей Сабиновой, потому что я сразу вхожу в вашу зону, хотя вы моих ног даже не видите, но вы уже чувствуете давление. Я слишком широка, да, социальная торчу, вот эта дистанция и уже как бы уже прервана. немножечко вот свысока смотрю и всех еще на место ставлю. Нет. И вот это вот притяжение, да,
себя как эксперта, нужно быть в комфорте с собой. Как только почувствуете комфорт в теле, то, что я могу и так посидеть, я могу быть разной, мне можно все, но при этом я про какой чек? Про дешевенький, про вообще не хочу ничего делать, или стабильно, хорошо, и я принесу результат человеку. То есть мы доверие здесь формируем через язык тела. И только когда я нашла вот этот дзен с собой, уверенность, комфорт, мне хорошо, Мой мозг поверил хорошо, мне. конечно. Мой мозг поверил мне, соответственно, мозг других людей с большей вероятностью тоже мне поверит. Да. Убедите сначала себя. Всегда все Продайте сначала свой чек себе. Да, Вот сможете это вот. ли вы? И еще, наверное, лайфхак я бы тут рассказала, потому что у меня клиенты тоже зачастую приходят с таким запросом, там, не могу вырасти в деньгах. Окей. Снимите себя на видео, где вы говорите свои чеки. Вот самый дешевый, потихонечку, потом тот, который вы хотите. Посмотрите на выражение лица. И тот, который вот просто запредельный, вот мечта, да, там за час получать там $1 миллион, и посмотрите, какое там состояние, просто тело как будет реагировать. Вот где вы на видео увидите триггер, да, вот это вот такое застопорение, может быть, поджатие губ каких-то, может быть, немножко вы визуально меньше хотите стать, может быть, как-то становишься. Да, пальцами как-то теребонькаете, я называю. И вот здесь можно прям увидеть, где ваше тело вам сигнализирует в мозг, вот здесь мне страшно, а вот здесь я как бы готова. И с этим можно работать. Когда мы наблюдаем со стороны, да, мозг верит именно в это. Во-первых, это, кстати, одна из моих любимых техник, когда я тоже работаю в премиальном формате и учу людей наблюдать за тем, что происходит на их лице, в их теле, потому что умение включать наблюдателя дорогого стоит. Да. Умение включать наблюдателя дорогого стоит. И здесь уже, конечно, мы включаем мозг, когда мы заметили, поняли, уловили эту границу. И, конечно же, проще уже проработать эту историю с точки зрения ментала и с точки зрения тела. Вот как с точки зрения ментала это прорабатывать я могу рассказать кому угодно. А вот с точки зрения тела, как помочь мозгу поверить в то, что действительно мой чек, то есть я головой понимаю, я головой уже себе все расписала, почему мой час стоит вот это столько. Обязательно расписание. Да, то есть я уже логически все всем объяснила. Не покупают. Угу. Где тот затык, как через тело соединить картинку и сделать ее валидной, такой достоверной. Ну вот как раз-таки с таким запросом чаще всего и сталкиваюсь, потому что очень многие люди сейчас прокачивают мозг, там психология особенно очень, да, сейчас развита, а тело как бы где-то там, тело не есть, выросло. И все. Такси для мозга. Да. Такси для мозга. Такое, есть и все. А зачем оно мне, непонятно. Как бы 2 лишние руки, 2 лишние ноги, не знаю, что делать. И вот как только мы выравниваем баланс, мы же как в игре живем на самом деле, да? Помните, Марио такой хоп, перепрыгивает, хоп, следующий уровень перепрыгивает. И вот как только мы мозг и тело соединяем... Brain-body connection. Да, обожаю. Так. И мы тогда можем перепрыгнуть на следующий уровень. И как это сделать чисто технически? Во-первых, снять себя на видео, естественно. Мы берем, снимаем себя на видео. Вот даже как мы сейчас общаемся. Этого достаточно. 2-3 минуты. Когда вы с подружкой пошли кофе пить, если это стресс, да, сделать прям задание. Открываем это видео и начинаем анализировать, насколько мне можно занимать место. То есть я зачастую начинаю с базовых вещей. Вот стоит стол и стул, и человек протискивается туда. Или на краешек стула садится, и прям мало-мало его. И вот так вот, и не дай бог там что-то подвинуть, там стакан, нет, я нельзя. Вот так потянусь там и так Или далее. микрофон. Вот эксперты сейчас все подкасты снимают, да, там какие-то полезные вещи делают, это очень часто, и это классно. Но приходит эксперт, вот микрофон ему в лицо вот так вот светит, вот сюда, а он даже боится прикоснуться, потому что ему дали задание, что ни в коем случае не касайтесь микрофона, не касайтесь стола. То есть вопрос про то, что я не могу границы свои не могу. Про комфорт тела. Если тебе приходится тянуться к микрофону и говорить вот так вот... И ты согласен на это. Ты согласен на это, ты своему мозгу как бы не объяснял, какая ты молодец, у тебя там есть 158 дипломов. Я согласна быть в маленьком пространстве, в неудобном. Да, мы чуть-чуть соглашаемся на меньше. А тело сразу других людей тоже работает. И они считывают это и такие, а точно ей нужно платить такую цену?
Или, может быть, с ней можно поторговаться. И опять-таки тот вопрос, который ключевой. Я ей денег дам, она мне приумножит, или все-таки Или вот эта потеряет? вот извиняющаяся позиция. Конечно, конечно. Поэтому... А вот по походке женщины, ведь мы же Мгм. считываем силуэт. Вот по Да. походке, вот я сижу, жду, и я очень часто пользуюсь этим лайфхаком, когда у меня переговоры, я прихожу раньше для того, чтобы присвоить себе пространство, для того, чтобы понаблюдать, для того, чтобы тело привыкло, мозг садаптировался. И вот я наблюдаю за то или за тем, кто идет для того, чтобы понимать. Вот по походке, как можно понять, стоит иметь дело или нет? Тут интересный такой кейс был, когда мне говорят, ну как можно по походке что-то определить? Вот ситуация с жизни. Я никогда не знаю, когда ко мне приходит на обучение, допустим, мастер-класс, да, групповое, я никогда не знаю, кто именно чем занимается. Там же много людей. Понятно. И была у нас встреча, там девушки тоже все в своей сфере пришли обучаться на тренинг. Я говорю, ну, давайте походим, посмотрим. Они такие, да чего мы будем ходить? Ну, там все бизнес-леди, чего мы вот ходить Что будем? вы ерунду Вы что, какую-то нам модели, что ли, говорите, да? да. Вы что там? И они начинают ходить, и я говорю, смотрите, вот вы, скорее всего, я подразумеваю, финансист, работаете с цифрами. Он такой, окей. Вторая. Ну, как бы на лице же не написано. Я говорю, а у вас... Нейрогадалка. Да. Сейчас я карты Таро такая достану. Я говорю, а у вас, скорее всего, такая вот мужская тяжелая работа. Вот вокруг вас я вижу вот прям много мужчин. Может быть, железная дорога. Она говорит, я сейчас упаду, я в КТЖ работаю. Ну вот как по походке можно понять? Это опыт. То есть вот так вот взять сейчас человеку и сказать, вот если вы заметите, парные суставы двигаются там на фазу Луны в Козероге, ну, сори, так не получится ни у Дышите кого. маткой, и будут Да, вам да, деньги. так не получится. Этим нужно прям заниматься, это нужно прям изучать. Это нужно изучать в первую очередь себя и свое тело, а потом это уже отражается на других. Это ты начинаешь видеть волей-неволей. И если, естественно, человек там приходит сутулый, прихрамывает и так далее, нам сразу все понятно, правильно, что нездоровый человек. А когда нездоровый, долгосрочное сотрудничество не получится. Ну, как бы элементарные вещи, но есть там столько нюансов и подводных камней, что Мгм. вот... Вот, кстати, мозгу очень важно смотреть на красивое, и для мозга красота – это про здоровье прежде всего. То есть когда я вижу, что человек красиво двигается, значит, мой мозг понимает, он примерно так же мыслит, потому что уже доказано, что движение и наша скорость движений, и красота движений, и скорость, и красота наших мыслительных процессов, они взаимосвязаны. Конечно. То есть ты зажатая, значит, и мысли у тебя зажатые. Ты медлительная, соответственно, и мысли у тебя такие же. Ровно так же ты в суете, ну и в голове такая же история. Да, по скорости И вот здесь, движения. смотри, очень тоже интересный момент. Ну, то есть разные же бывают в жизни ситуации. Ну, то есть, например, у человека хромота врожденная, или женщина пережила какую-то, ну, допустим, замену сустава. У меня мама сейчас, например, да, прихрамывает, потому что была замена тазобедренного сустава. Вот как здесь все-таки не выпасть из активной жизни, а продолжать нести те смыслы, которые тебе важно нести, и ты им, главное, соответствуешь. Но что-то произошло с твоим телом, ведь бывает такое. Да, здесь первое, что бы я посоветовала, это заниматься здоровьем, потому что, к сожалению, я не врач, я не могу сказать, если у вас там, допустим, железка, вот как штиф в ноге, да, вам нужно вот так вот ходить. Нет. Это всегда есть медицинское, да, направление для этого. Если мы говорим про движение, все равно считывается, даже если произошла какая-то вот такая вот ну, неприятная Поломка, ситуация, скажем поломка, да, физическая, мы все равно считываем, какого характера человек. То есть он даже быстрее пытается это как бы устранить, да, эту причину или нет, какая у него скорость движения в руках, есть ли вертикаль вверху, если мы про тазобедренный, да, сустав говорим, замену, стопы у нас как работают. То есть это опять-таки совокупность. Совокупность. Это всегда комплекс. Нельзя никогда говорить только по одной ключевой... По вырванному из контекста факту. Да. И вот знаешь, здесь тоже действительно очень интересный момент. Опять-таки вот кейс живой про мою маму. Ей 77, замена сустава, сложнейшее восстановление, но невероятное желание жить. Невероятное желание вернуться в строй. Она до сих пор консультирует. И
3 раза в неделю ЛФК-реабилитация, 2 раза в неделю бассейн. И была очень интересная такая до слез история, когда я ее вывезла. Я, помню, тебе рассказывала, да, когда мы с тобой до этого сидели, пили чай, когда она поплыла в бассейне, и мне говорит: "Доченька, я не инвалид". И вот это вот желание, я не то есть не манипулировать своим каким-то, ну, скажем так, своей поломкой, вызывая какую-то, возможно, дополнительную жалость, дополнительную скидку в отношении себя, а наоборот, как можно быстрее вернуться к своей вертикали во всех смыслах. Да. Потому что даже ее сотрудники, медсестры, которые ее обожают, мне рассказывают: "Вы знаете, мы ей пытаемся помочь". Она говорит: "Не надо, я сама, Мгм. не надо, я Это сама". вот я это называю порода в женщине. То есть вот я сейчас говорю это слово, и у меня мураши, потому что всегда, когда я вот эти кейсы рассказываю, то есть насколько женщина хочет вот жить, да? Стержень Вот вот это вот этот, да? стержень, вот это вот вкуснота, вот это манкость, вот по-другому я назвать не могу. Вот это и есть в настоящей женщине, вот не заменить ничем. Вот порода это как? Вот стой, порода. я это прекрасно Да. понимаю. Ну давай вот все-таки разберем, Объясню, да? разберем на метрике. Вот порода, безусловно, это осанка, Да. безусловно, да, это правильно Это поставленная осанка, голова. это всегда подумать, а хорошо ли мне, даже физически, даже одежда комфортная или нет, стискивает она меня, мои движения или нет, обувь комфортная или нет, потерплю там неудобные каблучки надену или найду каблуки, которые будут неудобны. То есть вот в таких Уважение мелочах к себе, уважение к телу. себе, к телу. Если мне некомфортно в такси, в машине, и я боюсь попросить закрыть окно или открыть Или сделать окно, радио потише. да, или погромче, ну как бы вот такие вот мелочи в поведении, это сразу считывается, это добавляет нам породы. А бывает такое, что это прям вот врожденное. Вот ты смотришь на девочку, да, у меня дочь, я смотрю, и вот я вижу, есть порода или нет Есть, породы. я видела твою дочь. Она, кстати, присутствует здесь да, с нами здесь. уже, по-моему, час, да, ребенок себя ведет прекрасно, и это порода. Это порода. И это Ну порода. вот, Я вижу, как ты с ней общаешься, это порода. и вот все равно вот как-то оно бывает врожденное, а бывает приобретенное. Я, допустим, не супер породистой изначально, но я научалась этим быть человеком, потому что мне это помогает, а я понимаю то, что мне помогает, почему я должна этого Конечно. лишаться. У меня, ну, вы знаете, какая, да, Да, жизнь, история для фильма. Так сложилась жизнь, так бывает, но я научалась этому, потому что это мой инструмент. Я получаю больше, я получаю быстрее, и я помогаю как раз-таки людям при помощи вот этого инструмента языка тела получать быстрее и достигать целей. Так же Кать, легко. вот раз мы заговорили уже про детей, про врожденную историю, вот как мама, ну, поскольку все-таки девочки считывают с мамой какие-то паттерны поведенческие, эмоциональные, ментальные, вот как мама может помочь своему ребенку двигаться, проявляться так, как ребенку будет комфортнее в итоге в жизни себя нести, особенно девочки. И как мама может, наоборот, возможно, сама того не осознавая, вот загасить вот эту вот свободу, эту красоту, эту грацию, потому что зачастую мы делаем что-то неправильно просто потому, что мы не знаем, что как. надо по-другому, или что это так влияет. Вот как и что правильно, а что нужно поменять? У меня как раз-таки в блоге есть одно видео, Reels, где я снимала с дочей. Я назвала этот Reels «Невербальный абьюз». Потому что я, как мама, вижу очень часто такие ошибки. Допустим, конкретно девочка копирует маму на самом деле и начинает сутулиться. И мама сидит и вот там вот между лопаток выпрямись. Это невербальный абьюз, когда мы вторгаемся в чужое пространство и начинаем как-то вот строить. Как правильно? Самой быть с прямой спиной. Вот, да, то есть наши дети нас не слушают, они на нас смотрят. Они зеркальные смотрят. нейроны те же самые. Конечно, зеркальные нейроны, все правильно. И в первую очередь упражнение для спины. Мама встала утром, начала делать, дочь присоединится рано или поздно. Не будет выбора, потому что она видит, что есть такой вариант. Или, например, когда вот невербальный абьюз, опять-таки, мы сейчас очень часто в телефонах, постоянно в телефонах. И когда ребенок обращается, да, там бывает мы мама, отвечаем вот так.
мы отвечаем именно вот так вот. Это что-то неважное. И когда мы уже такие: а что ты меня не слушаешь? А ты в телефоне, а я что, не важна? Конечно, не важна, потому что точно так же происходит. Просто эффект наблюдателя, отсоединиться от себя такой важной персоны, снять немножечко свою корону, отодвинуть ее в голову и ответить себе честно, действительно ли я тот человек, который подает именно такой пример, ну, На которого для хочется подражания. быть похожим. Да, потому что я вижу очень много женщин, я вижу очень много детей, которые растут, и все время: возьмите мою дочку. Я говорю: а я с детьми не работаю. Они говорят: почему? Я говорю: потому что работать надо с вами. Конечно. Изначально. Как только вы начнете собой заниматься, ребенок автоматически бонусом подцепляет это, да, состояние. Однозначно. Поэтому вот так вот взять и ребенка переделать, я считаю, это Ребенка неправильно. отдельно, а мама осталась как есть. Это, кстати, на моих программах та же самая история. То есть мама начинает меняться, и Мгм. первые, кто меняются, это, конечно, дети. Это Конечно. буквально 7-10 дней. У ребенка мозг очень пластичный. Конечно. И вот эти вот бонусы изменений мамы, они тут же налицо. Потом муж. Потом Да, свекровь. потом Если все остальные. поменялась свекровь, это все, это значит, ты вообще Это level, уровень, level, high просто, level, да. top. И вот здесь, конечно, опять-таки про то, что думай о том, кто с тобой рядом, думай о том, кто на тебя смотрит. И прежде всего наладь контакт с самой собой, чтобы тебе было самой Да, собой я бы приятно, здесь даже комфортно. добавила, потому что очень много и часто я вижу, что женщины уходят в какую-то категоричность и начинают искать изъяны в себе. Я вообще против изъянов. Я считаю, в каждой из нас, женщине, есть прекрасное. Да, есть маленькие нюансы, Есть особенности, но это же может быть фишкой. конечно. Это же может быть вот этой изюминкой, которая притягивает. Но взять ее и применять как оружие — это классно. А если, допустим, начать и как бы гнобить себя, заниматься самобичеванием: Ну, я это вот не такая, вот и мне это не дано, вот я хочу, чтобы у дочери было лучше. Так, чтобы поменять и дать будущее своим детям, начни с себя. Все, как в самолете. Кислородную маску на себя, и ты можешь Потом помочь на своим детям. ребенка. Мне такая. Да, это ровно моя же философия. Я уверена, что те, кто нас смотрели, досмотрели до конца, потому что нам очень хочется, чтобы вы оставили свои комментарии и написали, когда вы смотрите на других людей. Будете ли вы сейчас задавать вопрос: он точно мне отдаст деньги, если я ему одолжу, или что-то пошло не так? А еще будет очень интересно, если вы поделитесь теми историями, когда головой вы все понимали, но нога почему-то не шла. Живот почему-то говорил: слушай, вот точно нет. Это такие кейсы, которые мы с Катей точно разберем, дадим вам обратную связь и, возможно, даже поможем найти какое-то решение. И чтобы нас не потерять, дзыньк на колокольчик, подписывайтесь и ищите нас в социальных сетях, а еще лучше смотрите те подкасты, которые мы записываем для вас с огромным удовольствием.